Каждый из нас периодически произносит фразу «Этот вопрос для меня принципиальный». А что вообще такое принципы? Почему они возникают? Почему для одного принципиально важно, что его религия единственно верная, а для другого, что по дому должна прибираться его жена? Почему то, что является принципиально важным для одного человека, диаметрально противоположно тому, что является принципом, жизнеутверждающим принципом другого? Почему принципы всегда приводят к скандалам, к ссорам, войнам? Что вообще такое принципы? Почему они появляются? Вы скажете, что это проблемы воспитания, что это проблемы педагогики, что это проблемы соционики или политики. Нет, эта проблема возникает в связи с принципами работы нашей нервной системы. И значит, принципы, они должны быть у каждого. Или они есть у каждого. Беспринципные люди – это те люди, которые достигли уровня нирваны. Все, для любого другого существуют принципы, против которых он физически не может пойти. Так что это такое и как с этим можно справиться? Это канал «Аппаратная психотерапия» и я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Вот уже четверть века я занимаюсь проблемами математического моделирования нервной системы. И этот канал посвящен прикладному использованию данной модели. Каким образом принципы работы нашей нервной системы вообще влияют на нашу жизнь, на наше поведение, на наше здоровье. Все это вы можете узнать в этом канале. Так что такое принцип? Когда вы выясняете, что какой-то вопрос для вас очень принципиален, что вы не можете поступиться принципами, вы его всячески, горячо пытаетесь как-то обосновать, сказать, что только так возможно. Почему вы себя так ведете? Как я уже сказал, все дело в том, как работает наша нервная система. Когда задевается принципиальный вопрос, вы испытываете физический дискомфорт, физическую боль. Да, это может уже быть в виде ярко выраженной боли. А может быть дискомфорт, какое-то вот такое непонятное, что-то тянет, что-то давит. А почему это происходит? Как это все проявляется? Начнем с того, что наша нервная система работает только на электричестве. Не на глюкозе, не на каких-то серотонинах. Это то, что помогает ей функционировать. Но работает нервная система, нервные волокна, нервные связи только на электричестве. И единственным источником электроэнергии являются рецепторы, внешние и внутренние. Они постоянно генерируют электрический ток, превращают все виды окружающей их энергии в электрический сигнал. Какую-то часть энергии мы получаем от внешних рецепторов. И это не просто какая-то, это самая большая, это огромная часть энергии. Потому что по волокнам, по которым проходит электричество от внешних рецепторов, способно пройти в десятки раз больше электроэнергии, электрического поля, чем по волокнам, которые идут от внутренних рецепторов. Да, мы постоянно чувствуем свой организм, что-то где-то как-то ощущается, это тоже рецепция. И это вы ощущаете как что-то где-то. Но это еще и электрические сигналы. Эти электрические сигналы поступают в мозг, перерабатываются, ассоциируются и выдаются команды на действие. Но разница между внешними и внутренними рецепторами колоссальна. Не только в том, что внешние дают больше энергии, а в том, что для того, чтобы они заработали, нам не нужно ничего. Мы просто получаем энергию извне, от солнца, воды, земли, от чего угодно. Мы берем эту энергию на халяву. Но внутренние рецепторы немножко отличаются. Чтобы они дали больше энергии, должно измениться физико-химическое состояние нашего организма. А это изменение мы воспринимаем как боль. То есть можно сказать очень грубо, что наша нервная система работает либо от окружающей нас Вселенной, либо от боли. Вот и все.
то, что мы изучали в школе как опыты Павлова, является основным механизмом получения нами наших знаний, нашего опыта, нашего поведения. Как это происходит? Между нервами, между нервными окончаниями постоянно образуются нервные связи. Это огромный рефлекторный комплекс. И электрический ток, который выработался рецепторами, по этому рефлекторному комплексу проходит в головной мозг. И, соответственно, вот эти все рефлекторные комплексы, которые образовались, они отличаются по тому, как много электричества они пропускают. У каких-то сопротивление больше, у каких-то меньше. Чем чаще, больше человек болеет, травмируется, тем больше появляется участков с высоким сопротивлением. Почему, как это происходит? Если вас это интересует, вы можете почитать в книжке «Медицина, которой нет». Ссылка будет дана в описании. Здесь же мы говорим маленечко о другом. Идет электрический сигнал, и вдруг он получает сопротивление. И в мозг поступает меньше сигналов, гораздо меньше. Мы чувствуем себя хуже. Но мозг – это электрический прибор. И для того, чтобы он работал, необходимо постоянное потребление энергии. Внешних не хватает. Мы не можем никак на внешние рецепторы воздействовать, по сути, на внешние факторы. Да, мы можем покупаться в море, мы можем позагорать на солнце, чтобы дополнительно стимулировать внешние рецепторы. Но это кратковременное. А вот на внутренние мы способны. Наш организм начинает изменять внутреннее состояние организма, физический и химический состав нашего тела. И как результат мы получаем что? Мы получаем болезнь. Источник энергии. Соответственно, наше поведение обусловлено тем, какой рефлекторный комплекс образовался. И какой источник энергии для этого используется. Вселенная или боль. Я думаю, многие из вас помнят, что в опытах Павлова очень большое значение играли пусковые механизмы, триггеры рефлекса. Лампочка зажглась, слюна у опытной собаки потекла. В человеческом организме происходит то же самое. Когда мы встречаем принципиальный вопрос, срабатывает рефлекторный комплекс, у которого это действие, это поведение, эти слова являются триггером для этого рефлекса. И тут уже очень важно, что является источником энергии. Если боль, то значит, как только срабатывает триггер, вы испытываете дискомфорт, вы испытываете боль. Вы не хотите этого. Наш организм не хочет испытывать боль. Мало того, что это больно, это еще и очень низкий коэффициент полезного действия. Это энергозатратно. А у нас организм работает на максимальном энергосбережении. Получается, что когда вы встречаетесь с принципиальным вопросом, вы испытываете боль. И не важно, что является триггером, что является принципиальным, вы не хотите испытывать боль. Вот это и является основным принципом. Когда вам говорят, что вот это, если так себя вести, то надо делать то-то, то-то, то-то. А вы доказываете свое поведение, потому что иное для вас боль. Именно поэтому люди, у которых те же принципы, что и ваши, являются самыми умными, самыми лучшими. Да, они лучше всех, они похожи на вас. Почему? Да потому что их раздражает то же самое, им больно от тех же самых триггеров. И, соответственно, с ними вы будете в безопасности, потому что они точно так же, как и вы, будут избегать этих триггеров. Так как можно справиться с этим? С одной стороны, вроде бы, да, я такой принципиальный, да, это хорошо. Но я уже сказал, встреча принципов – это ссора, встреча принципов – это война. А вот это уже не очень хорошо. Кроме того, каждый раз, когда вы встречаете этот триггер, вы испытываете боль.
И эта боль постоянно нарастает, как снежный ком. Она превращается в ваши хронические заболевания. То есть, чем больше у вас принципов, тем больше у вас болезней. Хотя правильнее было бы сказать, чем больше у вас болезней, тем больше у вас принципов. Значит, избавившись от принципов, можно избавиться от болезней. И наоборот. Но, с другой стороны, вы знаете хоть одно хроническое заболевание, которое можно было бы вылечить четко? Нет. То есть от болезни избавиться нельзя, значит, от принципов избавиться нельзя. Это все взаимосвязано. Все эти способы медитации, каких-то психологических тренингов, чего-то еще, когда пытаются вас переделать, изменить ваши принципы, сломать вас. Именно сломать, потому что каждый раз, когда это происходит, вы испытываете боль. А этого не нужно. Так как с этим можно справиться? Я предлагаю использовать метод аппаратной психотерапии. Попробовать. Почему попробовать? Да потому что 5 дней после регистрации вам дается бесплатно. За это время вы можете провести сколько угодно сеансов. И вы посмотрите, вы проверите, работает это или нет. Задача аппаратной психотерапии не сделать вас беспринципным человеком. Эта разновидность физиотерапии увеличивает проводимость нервных путей, улучшает, делает проводимость их оптимальной. И по нервным волокнам проходит максимальное количество электроэнергии. И значит, необходимости в боли, как в источнике энергии, больше нету. А если нету боли, и оказывается, вопросы перестали быть принципиальными. Вы стали свободным от каких-то предрассудков, от каких-то паттернов поведения, стереотипов поведения. Как проводится сеанс? Вы надеваете наушники и продолжаете заниматься своими делами. Все. Можете даже защищать свои принципы в это время. Ради Бога. Все остальное аппаратная психотерапия сделает сама. Через какое-то время вы заметите, что количество энергии у вас увеличилось. У вас появилось желание жить. Ваше настроение улучшилось. Ведь наши эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Чем больше тока поступает, тем более мы энергичны, тем более мы счастливы. И в обратном порядке, когда тока очень мало, мы находимся в глубочайшей депрессии. Аппаратная психотерапия позволяет эту проблему решить. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Изменяйте свою жизнь. Убирайте из своей жизни принципы, которые делают вас больными. А таковыми делают вас все ваши принципы. Потому что они есть проявление болезни. Они не болезнь, они только триггер, проявление этого заболевания. Подписывайтесь на канал, узнавайте, как вы еще можете изменить свою жизнь и как аппаратная психотерапия вам в этом может помочь. Делитесь этим видео со своими друзьями. Пусть они тоже узнают, что жить можно спокойным, уравновешенным человеком, без болезней, счастливым. Будьте здоровы и счастливы.